Здравствуйте все, подписчики, зрители. Вот хотел с вами поделиться немножко с новостями с Канады, п- преподать вам урок от нашего премьер-министра Труда, что такое демократия, как это работает и так далее. Значит, начнем с того, что вот Труда пару дней, не знаю, почему вообще в это поднялось, Труда пару дней назад общался с детьми, вот видите, тут наш красавчик Труда сидит, детки там сидят сзади, и вот вышел школьник. И им разрешили в конце выступления задать несколько вопросов интересных. Ну, вот вышел школьник и задал очень интересный вопрос. Я буду вместо того, чтобы ставить титры, переводить это э, по ходу разговора, как бы, чтобы было более понятно. Вот. Ну вот давайте посмотрим. Yeah, hello. This is a question for Mr. Prime Minister. Здравствуйте, это вопрос для премьер-министра. So my question is, will you fulfill the promise you made in your 2015 and 2021 campaigns by replacing the first past-the-post electoral system with a new kind of proportional representation electoral system? Вы видели, как Труда махал, да? Он все понимает, что тут говорит. А что тут говорит? Он говорит, итак, мой вопрос. Готовы ли вы исполнить ваши обещания, данные во время предвыборной кампании 2015 и 2021 года, и поменять систему выборов в Канаде на пропорциональное представительство? Что значит пропорциональное представительство? Типа, ну вот, сколько человек проголосовало, столько депутатов их представляет, в зависимости от процентов населения. Ну, я не буду возвращаться на систему выборов в Канаде. Есть у меня ролик отдельно, даже несколько, которые объясняют, как это работает. Самый лучший пример антидемократического, антидемократической системы выборов в Канаде, это вот последние выборы в Онтарио провинциальные, которые происходят абсолютно по тому же принципу, что и федеральные. Причем ролик так и называется «Демократия в кавычках в Канаде». Вот этот последний ролик, если вы полистаете чуть-чуть ниже, там несколько роликов назад, то вы поймете, насколько тупо сделана система выборов в Канаде. Ну вот парень задал легитимный вопрос, теперь давайте посмотрим, как же ответит на него наш славный премьер-министр. Thank you. No. Вот ответ. Нет. Вот это главный ответ. А потом сейчас он попробует что-то сказать. Ну вот нет. Ну, я не понимаю, как бы, ну, ладно, там школьник, ребенок, но мы-то не дети, как бы. Он тебе прямую говорит, ты это обещал сделать. В 2015 году, когда тебя выбрали, в 2021 году ты обещал. Как бы это твоя предвыборная платформа. Это была платформа на сайте либеральной партии, он об этом говорил много. Ну, вот собираешься исполнять то, что обещал? Нет. Ну, вот давайте дальше. I don't believe in proportional representation. I don't think it's a good idea. Я не верю в пропорциональное представительство и не думаю, что это хорошая идея. I did commit to replacing the first past the post system. Я, да, обязался поменять существующую систему. I love the idea of a ranked ballot. Обожаю идею. Ranked ballot это, значит, ну вот сейчас он объяснит, я сразу переведу. Where you get to pick your first choice. You know, pick the red guy first, and then the orange girl second, and the green person third, and then you never get the blue person if that. Ну вот он говорит, объясняет, как работает вот эта система, которую он очень любит. Значит, у тебя есть 3 выбора, и вот ты ставишь, кого ты больше всего хочешь видеть в правительстве, кого чуть-чуть поменьше, как бы второй твой выбор, третий выбор, и все. И вот он говорит, ну тут он, конечно же, смешно так говорит, вот первый выбор твой будет красный, это либералы, второй оранжевый, это НДП, третий зеленый. А синих ты типа не будешь ставить, но синие это консервативные, конечно же. Ну, вот так вот происходит. А теперь я нашел вот ролик очень интересный, да, того же редиски, который в 2017 году выступал в очень маленьком городке на севере Канады. И вот послушайте, что он говорил там про вот эти вот системы, да, вот, вот давайте. Я специально сделаю мьют на звук, чтобы мог переводить. Я вот буду читать титры и переводить вам. И вот я извиняюсь, я вот так вот поставлю. Извиняюсь за технические неполадки, но не профессионал я. Очень извиняюсь. Вот. Значит, вернемся на начало и поехали. Я верю в то, что есть полное согласие
как бы, насчет того, что нужна реформа системы выборов. Но мой вопрос не именно о системе выборов, о реформе, а вот я участвовал в выборах 2011 года как местный депутат, и как вы знаете, это заключается тоже очень много ходить по домам, разговаривать друг с другом, ну, с людьми, как бы с электоратом. И что меня очень сильно удивило, я вот говорил с мужичком одним, и он сказал, что он не собирается вообще голосовать, потому что все политики одинаковые, они все говорят одно, то, что ты хочешь услышать перед выборами, а потом говорят абсолютно другое, то, что им удобно. И вот мой вопрос к тебе. Что ты можешь сказать тем людям, которые не голосуют за тебя именно вот из-за того, что ты сказал, что будешь делать одно, а будешь делать другое. Кстати, я напомню, вот это вот его собрание в этом очень маленьком городке, это именно сторонники либералов, да, видите, у чувачка даже он говорит, что вот ушел на выборы, и как бы, вот, ну, и потом ты как бы не делаешь то, что ты обещал. Ну, и вот Труда сейчас собирается отвечать ему. Ну, сейчас увидите его театральность, вот он все-таки был учителем драмы, вот, ну, поехали. Очень хороший вопрос, спасибо тебе, это очень тяжело, я последние месяца мне очень тяжело с этим. Я обещал много раз, что я буду проводить электоральную реформу, потому что это очень важно мне, и очень важно мне, чтобы мы улучшили нашу демократию. Вы поняли, да? Он демократию нашу хочет улучшить, поэтому он собирается делать реформу, и все ему поверили, и все голосовали, чтобы он так и улучшил нашу демократию. Я знаю, что есть много людей там, которые, в принципе, даже большинство канадцев, которые, да, хотят нас улучшить нашу демократию. Я также знаю, что это очень важно, что когда мы меняем нашу демократию, мы сделаем это правильно. И каждый может видеть, что вы продвигаетесь вперед и улучшаете cyber security, это, ну, по-русски, безопасность, компьютерная безопасность для политических партий. Есть организация, которая занимается выборами в Канаде. И это очень важно, чтобы было больше, как бы, чтобы было более открытое, чтобы собирание денег было легче, чтобы людей было больше на выборах, чтобы не было больше нечестных выборов. И эти очень важные изменения, которые мы знаем, и мы должны их делать так, чтобы они оставили нас с лучшей демократией в будущем, как страну. Реформа системы выборов изменяет, как мы голосуем. Это очень большое изменение. Я секундочку остановлю его. Понимаете, вот он говорит вокруг, ходит вокруг, но он не отвечает ни на вопросы, ни что. Вот, ну, как всегда, он любит что-то там рассказывать, что-то как-то пытаться, когда он не подготовленный, нет речи у него, он пытается что-то найти, какой-то ответ, но так и не сможет его найти. Ну вот продолжим. Значит, так как мы голосуем, это очень большое изменение, очень большие последствия могут быть для нашей страны, и все это должно быть очень серьезно к этому отнестись надо. Это не только, что вот кто может выиграть чуть-чуть больше парламентских мест в следующих выборах, это идет фундаментально, как мы работаем, как мы ценим, как мы смотрим, что вот разные голоса внутри нашего парламента, да, звучат. Для меня, я много спорил, даже до того, как стал лидером, я всегда чувствовал, что мы можем сделать большое, как бы, улучшение нашего политического процесса тем, что будем предлагать людям вообще
никогда больше не голосовать стратегически. Я вот не понимаю, что он пытался сказать. Я думаю, что он сам не понял. Там люди оборачиваются и тоже, видать, ищут переводчика, потому что тоже не могут понять, что он имеет в виду. Вот. А чтобы чтобы вы могли сделать вот этот вот, как я вам до этого сказал, ranking ballot, вот он сейчас говорит, что вот он хочет, чтобы вы выбирали как бы ваш первый выбор, второй выбор, третий выбор и так далее. Многим людям это не нравится, и многие люди говорят, что что я хочу это сделать специально, типа, чтобы, потому что это как бы лучше для либералов. Он говорит, это то, что это должно делать, как бы это должно быть на пользу тем партиям, которые хороши тем, что они пытаются найти общее знаменание, скажем так, с многими группами канадцев, скажем, могут прийти и сказать, хорошо, вот ты хочешь голосовать за либералов, я чуть-чуть поясняю, кроме простого перевода, но могу ли я, вот, например, ты хочешь голосовать за либералов, а вот я НДП, могу ли я быть твоим вторым выбором? Вот. И вот это то, что я делаю. Я думаю, что это хорошая тема, но я слышал очень хорошо, что люди не хотят, что люди не думают, что это хорошее дело, и что это будет помогать только либералам слишком сильно, и поэтому я не буду делать, вообще даже не подойду близко к этой системе. Это он в 2017 году говорил, в феврале, да, а в 2022, вот пару дней назад, он все-таки говорил, что вот он хочет. Значит, ему люди говорили, что слушай, чувак, ты учитель драмы, плохая эта идея, ты не можешь так взять, это нечестно получится, это специально для вот таких вот, как ты, которая будет вам на пользу. И он говорит тут, что вот я вот из-за того, что я их услышал, типа из-за того, что вот они не хотят, очень многие люди, я так понимаю, большинство людей не хотят, если он согласился, то я даже близко к этому не подойду. И вот 5 лет спустя он опять лезет туда же, в ту же яму. Вот. И говорит, я к этому близко не подойду, потому что я не буду делать то, что все думают, что будет идти на пользу определенной партии, а не другим партиям. Как бы все так думают, и, наверное, поэтому так и нельзя это делать, это демократия. Вот. Поэтому мы идем к тому, к тем возможностям, которые у нас остаются. Значит, одна возможность – это референдум. Но мы видели в последнее время, что случается с референдумами. Вот, например, Brexit. Brexit – это то, что Англия вышла с Евросоюза. Подождите, я не понял. Референдум – это голосование народа, его желание. И вот народ в Брексите проголосовал за выход с Евросоюза. И я сейчас вот не понимаю, это демократия, нет? Или я может я ошибаюсь, но вот был референдум, вся страна проголосовала, выбрали Брексит сделать. Значит, это правильно? А чё же ему не нравится референдум из-за этого? Или вот как итальянцы, например, когда много разделений, особенно по поводу очень важных вещей, и маленькое количество людей, очень важных вещей для маленького количества людей, но недостаточно важное, как работы, как медицина, как образование, как примирение и всяких других многих вещей, которые есть у канадцев. Я вообще не понял, чувак. Так чем референдум не демократия? Понятно, что невозможно каждый раз делать референдум как бы в плане выборов. Там парламент надо выбирать, там депутатов. Но ты только сейчас говоришь, что вот один из выборов референдум, и ты с ним не согласен. Потому что, тогда может быть, что то, что важно маленькой группе людей, будет забыто, и никто на это не будет смотреть. Секунду. Демократия, это вот большинство решает, да, вот. Тут он просто уже начинает говорить о Канаде, о том, что у нас очень много разделений, очень много групп, которые очень сильно отличаются друг от друга. Там, сейчас все это он будет говорить, я просто уже смотрел этот ролик несколько раз. Вот. А мы тут пытаемся, чтобы была у нас стабильность, то, что происходит в мире, вся вот эта вот нестабильность в мире, мы хотим, чтобы у нас была стабильность. И вот он говорит, что он не думает, что референдум это правильно. И следующая возможность это пропорциональное представительство, которое, он говорит, многие люди любят, вот понимаете, вот систему, которую он хочет, многие люди, получается, все люди, по большому счету, сказали ему, что это неправильная система, потому что это специально будет сделана система под него.
Поэтому они не согласны с этой системой. А вот есть система вот пропорциональная представительность, которую многие люди, да, любят, но он ее не хочет. Ну, и вот тут он опять заходит в то, что вы знаете, самое, что крутое в Канаде, это то, что я много раз говорил, вот страна находит общий знаменатель, страна, которая фокусируется на вещах, которые мы все имеем в общем, хотя мы все разные, и от востока до запада, и от юга до севера, и англичане, и французы. Короче, тут дальше уже нет смысла шифра, потому что все равно ни на что не ответит, но вот это вот такой вот урок преподает товарищ Труда. Значит, первое, это, хотя то, что вот он обещал в 2015 году сделать референдум, сделать реформу системы выборов, потому что у нас действительно система выборов не демократическая. И прошло вот с 15 по 22 7 лет, и она до сих пор не демократическая. И он до сих пор ее не поменял. Вообще не поменял. Даже не на ту систему, которую он хочет поменять, потому что он знает, что ее никто не поддержит. Вот он вообще ее не поменял. Вот в 2017 году его спросили, что делать, как бы вот ты обещал. Вот этот парень, который с ним разговаривал, он ему прямо, в принципе, намекнул, что вот люди не хотят голосовать, потому что то, что политики говорят предвыборные кампании, они потом не делают. Вот что бы ты им сказал? И он начинает рассказывать, что да, надо поменять, это очень важно, но надо делать это медленно и аккуратно, потому что вот очень такая серьезная тема. Вот он говорит, есть система, значит, которую я люблю, но ее никто другой не любит. Они кричат, и все говорят, что это, я специально, как бы, что это система, которая только для либералов принесет пользу. Вот, я эту систему люблю, но вот другие не любят, и поэтому я даже близко к ней не подхожу. Но студентику-то он сказал, что вот это вот самая лучшая система, он о ней, значит, до сих пор думает, что значит ты не близко не подходишь. Вот врет просто врет всем. Вот. Вторая, он сказал, референдум не подходит нам. Потому что мы видели, что референдум делает иногда вещи, которые не очень хороши для страны. Вот он считает, что Брексит, уже понятно с этого разговора, что это плохо для Англии, то, что они вышли из Евросоюза. Я, например, считаю, что правильно было сделано, потому что не хотела Англия кормить бедные страны Евросоюза. Сколько можно? Как бы не то, что Англия не хотела, не хотели люди, которые живут в Англии, с их налогах платить в бедные страны. Ну вот не хотели. Вот они вышли. Но это плохо. Это плохо референдум, потому что референдум показывает действительно мнение народа по поводу того или иного вопроса. А вот это мнение иногда может расходиться с такими лидерами, как Труда. Вот поэтому это плохо. Понимаете? А потом он начал говорить про пропорциональное представительство, это тоже плохо. Так что значит делать? Ну вот он к этому и пришел. Значит, вы не хотите систему, которую я хочу, а я не хочу то, что вы хотите. А референдум вообще не контролируется. Референдум — это вот люди идут и голосуют, как думают. Поэтому контроля никакого над этим быть не может. И поэтому эта система нам не подходит. Хотя, секунду, но это же и есть демократия, референдум. Это же самая такая прямая демократия, референдум. Но вот Труда он не подходит, потому что Труда хочет улучшить демократию Канады, как он говорит. Он хочет сделать демократию Канады самой лучшей демократией. В то время как куча развитых стран уже перешли на новый способ выборов, Канада хочет улучшать демократию, оставаясь далеко сзади. Ну, в Америке там вообще все проще, там понятно почему и как. Там так же самое, как и там, просто чтобы контролировать массы было проще и так далее. Но вот Трамп, например, он, может, и выиграл бы последние выборы, если бы была пропорциональная представительность там. Но вот не хотят. Вот и Труда не хочет. Ну вот он такой маленький урок от товарища Труда. Ой, затянулся ролик, извиняюсь, я знаю, что у многих нет времени, поэтому стараюсь ролики делать не сильно длинные. Но вот такой вот интересный вот получился ролик, я надеюсь, для вас. Просто объяснить вам еще на одном примере, вот что такое демократия в Канаде. Как бы в Канаде есть очень много хороших вещей. Я не буду вам говорить, что ой, в Канаде плохо. Нет, в Канаде хорошо. Уровень жизни достаточно высокий, честно говорю. Ну, для тех, кто может себе позволить высокий уровень жизни. В Канаде также есть очень много безработных, очень много нищих, очень много бездомных. Так, чтобы вы просто не думали. Есть целые организации, которые собирают постоянно пожертвования на них и кормят их, и все вот эти вот приюты для бездомных и так далее. Вот. Свобода слова в Канаде пока еще есть. Вот товарищ Труда пытается ограничить ее.
Вот он пытается ввести законопроекты, которые будут делать цензуру на контент, который идет в интернете, что, в принципе, поможет ему бороться со свободой слова, как он этого и хочет. Вот. Ну вот сейчас он пытается тоже вытащить законопроект Си-21, такой демократический законопроект. Он вот вышел, когда его представлял, сказал, что вот слушайте, надо голосовать за этот законопроект, это уберет оружие с улиц Канады. Но если вы посмотрите профессиональных экспертов, они вам скажут, что Си-21 это законопроект, который просто у владельцев легального оружия заберет оружие. У меня есть ролик, пару дней назад тоже ставил, насчет 2020 года, как тут было массовое убийство, массовые расстрелы, час езды от меня туда, у нас, 22 человека убил чувак. Все 4 оружия, которые у них были, все были нелегальные. И вот спрашивается, почему он хочет забрать у законопослушных людей, которые идут, оформляют, вытаскивают лицензии, покупают себе охотничье оружие и так далее, как бы, и в принципе ничего с этим плохого не делают, только вот хотят защититься, хотят там пойти поохотиться и так далее. Вот он у них хочет забрать, хотя ими как бы легче, ну, послушайте, есть база данных со всеми этими людьми, какие оружия у них и так далее. Можно сейчас ввести, например, новшество, сказать, что хочешь получить лицензию на оружие, принеси справку от психолога, от психиатра, что вот они с тобой поговорили пару раз, что они знают твое состояние душевное и так далее. И можно даже пойти чуть дальше, можно сказать, слушай, хочешь иметь оружие, лицензию, каждый год приноси на справку, что, ну, может, что-то там за год случилось, приноси справку. Можно, а все это можно сделать, потому что эти люди, они законопослушные, и они будут делать то, что надо. А вот оружие, которое нелегальное, что является прямой обязанностью не только господина Труда, а вот этого, как я его называю, Муссолини, Мендичини, вот это вот министр внутренней безопасности. Вот это его прямая обязанность. Этим он не занимается. Конвой, да, он там занимался, а вот убрать нелегальное оружие с улиц Канады, для этого же надо что-то делать, надо там полиция, чтобы была достаточно нормальная, чтобы что-то делала, как бы то, все. Вот. Ну вот такая вот демократия и свобода в Канаде. Опять же, Канада хорошая страна. Жалко, что такой редиска ее просто гробит. И если ему дать возможность, наверное, так и загробит до конца. Вот. Но по большому счету хорошо. Природа классная. Тут классно. Школы неплохие совсем. Как бы если есть школы, да. Если хватает школ. Тоже у меня есть ролик про это. Вот, совсем неплохие дети, любят ходить, по крайней мере, мои дети действительно любят ходить в школу, им там нравится, они делают всякие разные интересные вещи. До 5 класса они, до 4-5 класса они вообще почти что такого серьезного не учат, они больше, тут принцип, чтобы типа дети должны получить свое детство, а потом вот 6 класса уже начинается чуть больше, и самая большая учеба у них за последние 3 года школы. Вот. Ну, значит, вот так вот чуть-чуть про Канаду, чуть-чуть о нашей демократии. Вот урок демократии от нашего достопочтимого премьер-министра Трудо. И вот как-то так. Привет из Канады. Большое спасибо за комментарий, большое спасибо, вот, пользуясь случаем. Не знаю, ли кто-то досмотрит до конца этот ролик, но вот большое спасибо за комментарий. Очень приятно. И действительно, как бы многие подписчики помогают мне узнавать новую информацию и так далее. Если у вас есть какие-то запросы, скажем так, да, чтобы я о чем-то поговорил, пожалуйста, пишите, буду всегда очень рад помочь и всегда очень рад высказать свое мнение. Ну, на этом все. Спасибо.